Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой интересный современный ажурный узор, где жгуты расположены на фоне ажурной сетки. Сам узор выглядит очень выразительно за счет сочетания объемных кос и нежного ажура. В исполнении же он не требует никакого большого опыта, достаточно уметь выполнять самые простые приемы вязания, это убавление накиды и минималистичные перекрещивания, которые используются при вязании жгута. Как это делать без дополнительной спицы, я покажу по ходу видео. Этот узор замечательно подойдет и для летних, и для демисезонных изделий. Посмотрите, как он выглядит в кофточке с коротким рукавом и с длинным. Тоже очень интересно и эффектно. Также можно с ним связать платье, кардиган, топ, палантин. И любой проект, который вы задумали, с таким узором будет смотреться всегда очень красиво. Еще хочу сказать, что этот узор очень хорошо держит форму практически в любой не очень тяжелой пряже. К примеру, если стопроцентный шелк, эта пряжа будет достаточно тяжелая, естественно, он будет немножечко обвисать. Но в стандартных, натуральных, смесовых видах пряжи он будет держать форму и красиво облегать фигуру. Этот узор будет красиво смотреться в очень многих видах пряжи. Красиво будет смотреться в натуральных и смесовых пряжах. Пряжа может быть разной толщины и фактуры. Также цветовая гамма здесь может быть самая разнообразная. От однотонных, монохромных, ярких пастельных оттенков до меланжа, градиента. В любом исполнении он будет по-своему красиво выглядеть и раскрываться. Такой узор будет выглядеть красиво как самостоятельный, как я вам показывала ранее примеры изделий. Также им можно подчеркнуть или же выделить какую-то часть изделия. Или это центральная часть, к примеру, джемпера. Или же центральная линия рукава или полностью рукав, низ изделия. Красиво будет в комбинации со жгутами он выглядит, с резинкой, со скрещенными петлями, с английской резинкой. Все это будет очень гармонично и интересно смотреться в зависимости от того, какое изделие вы задумали связать. Теперь давайте рассмотрим схему. Как видите, здесь самые простые приемы исполнения. Как я уже говорила, раппорт данного узора составляет 13 петель в ширину и 8 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора плюс петли симметрии, в моем случае это будет жгут. Для этого я набрала 23 петли. 13 это петли узора, 8 петли симметрии, 1 петля в начале ряда и 7 в конце ряда и 2 кромочные петли. Если же вы вяжете по кругу, вам нужно набирать количество петель кратное 13. Итак, давайте начнем. Первый ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю одну изнаночную петлю, это петля симметрии, и начинаю вязать раппорт узора. 6 лицевых петель, 3, 4, 5, 6. Одна изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель на классическое и провязываю их вот таким образом. Далее идет накид, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля. Я закончила вязать раппорт узора. Теперь я буду провязывать петли симметрии. Это 6 лицевых петель, 3, 4, 5, 6 и 1 изнаночная. Ряд заканчиваю кромочной петлей.
Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку, накиды провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, все точно так же по рисунку провязываете, но накиды будете уже провязывать лицевой петлей. Я начну вместе с вами вязать второй ряд, чтобы показать, как я это делаю. Далее четные ряды я буду пропускать. Итак, я пересняла кромочную, провязываю одну лицевую петлю симметрии и начинаю вязать раппорт узора. Это 6 изнаночных петель. Дальше 1 лицевая петля. Накид провязываю открытой изнаночной петлей. Далее у меня идет изнаночная петля, лицевая, накид открытой изнаночной петлей, изнаночная, лицевая, 6 изнаночных петель, 3, 4, 5 и 6. 1 лицевая и ряд заканчиваю кромочной. У меня это изнаночная скрещенная петля. Третий ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю одну изнаночную петлю симметрии и начинаю вязать раппорт узора. 6 лицевых петель, 3, 4, 5, 6. 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня. И провязываю их вместе одной лицевой. Далее изнаночная. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это 6 лицевых петель, 1 изнаночная и кромочная петля. Пятый ряд. Кромочную переснимаю, провязываю одну изнаночную петлю симметрии и начинаю вязать раппорт узора. 6 лицевых петель, 4, 5, 6. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 1 изнаночная петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это 6 лицевых, 1 изнаночная и кромочная петля. Седьмой ряд, и здесь я буду формировать жгуты, делать перекрещивание. У меня в образце здесь перекрещивание жгутов идет влево, но все мы разные и вкусы у нас разные. Поэтому, когда я буду показывать раппорт узора, я покажу, как делается это перекрещивание влево, как и у меня на большом образце. А на петлях симметрии я покажу, как делается это перекрещивание без дополнительной спицы вправо, если вам будет так интереснее или же удобнее. Итак, седьмой ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю одну изнаночную, это петля симметрии. Далее я буду делать перекрещивание жгута. Нить у меня находится за работой. На правую спицу я переснимаю первые 3 петли, не провязывая их. Вот таким образом. Ниточку подтягиваю, не сильно натягиваю, то есть вот так она у меня. Такое натяжение и придерживаю пальцем, чтобы петли эти не стянулись и коса не получилась слишком стянутая. И хочу сразу сказать, что при таком способе вязания вот дополнительные накиды между перекрещиваниями жгутов делать не нужно, потому что вот эта нить выполняет эту функцию. Итак, следующие 3 петли я провязываю лицевыми. Далее левой спицей я подхватываю 3 непровязанные петли. Вот таким образом. Аккуратно все спускаю и придерживаю пальцами, чтобы петельки не распустились. И провязанные петли возвращаю на правую спицу. Вот получилось у меня перекрещивание. На правой спице провязанные петли, на левой не провязанные, которые я сейчас
провяжу. Все, перекрещивание выполнено. Вот так оно выглядит. И продолжаю вязать раппорт узора по схеме. 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 изнаночная. Далее я вяжу петли симметрии. И, как я уже говорила, на петлях симметрии я буду делать перекрещивание жгута вправо. Для этого у меня рабочая нить перед работой. За работой на правую спицу я переношу первые 3 петли. Вот так это все выглядит. Вот нить у меня перед работой. Также ее чуть-чуть подтягиваю, но не сильно. Вот вы можете видеть, какое натяжение нити я оставляю. Придерживаю это слегка пальцем, чтобы не стянулись петельки. И провязываю лицевыми 3 следующие петли. Далее на левую спицу за работой переношу не провязанные 3 петли. Вот они у меня, они очень четко видны и отличаются от остального вязания. Также спускаю все 6 петель и придерживаю провязанные петли, чтобы они не распустились. И перед работой их возвращаю на правую спицу. Все, перекрещивание выполнено. Осталось провязать не провязанные 3 петли. Дальше у меня идет изнаночная и кромочная петля. И вот что у нас получается. В более объемной пряже, как видите, узор смотрится тоже очень интересно и эффектно. Я бы даже сказала, что этот узор, чем толще, объемнее пряжа, тем интереснее он выглядит, так как фактура его более четко выражена. Надеюсь, вам узор пришелся по душе, и вы обязательно с ним что-нибудь себе свяжете. Всем хорошего дня и до встречи на канале!